О, о, какая красота. Мне даже страшно брать в руки. Ну, как-то так. Добрый вечер. Ребята, иду за посылкой. Посылочка только приехала вот час назад. Я ее целый день отслеживала. Это моя финальная на этот период, на это лето посылочка. Большая получилась. Я еще с весны начала ее собирать. Посылочка с орхидеями. Я эту посылочку приурочила к своему дню рождения. Так как в силу причин и обстоятельств я свой день рождения в этом году не отмечала, я решила отметить его вот такой большой коробкой с разными видами орхидей. Ох, волнуюсь, переживаю. Сейчас пойду посмотрю, насколько большая коробка. Больше переживаю за своих близких, когда они увидят этот пакован. Ну, там указан объемный вес 3,4 или 3,7, что такое, килограмма. Но это объемный вес. Ну, короче говоря, девочки, орхидеи буквально на прошлой неделе только приехали в Украину. И, по-моему, я в первых рядах, кто получает сейчас посылки. Короче говоря, афера века. Ну, долго я ждала, мы все долго ждали. И вот свершилось, начались отправки. Надеюсь, что они все оправдают наши ожидания. Предыдущая посылочка, есть нюансы. У меня даже маленькие из катасетумной группы цехнулись девочки. Но я сейчас в этой посылке заказала более большой, более взрослый. Что зря я сделала. Первый раз, что я заказала вот такую маленькую. И я исправилась. Заказала побольше. Потому что я очень хочу. У меня не получается с этими цехнодисами. В общем, иду я на новую почту. Вот она, коробочка. Сейчас передохну, иду. Я думала, будет больше. 3,72 объемный вес. Тоже приличная. Честно говоря, я думала, там вообще будет огромный пакован. Ну ничего, вроде как. Ну вы поняли. Не сильно большой шок будет у любимок. Наверное, уже завтра, девочки. Сейчас только ее дома распакую. А завтра уже будем детально рассматривать. Пускай с дороги посидят, постоят, полежат. Ребята, утро следующего дня. У нас была неспокойная ночь. Ой, обстрелы. Я уже даже забыла про свою посылку, если честно. С утра пошла с Жориком погуляла под звуки тревоги. Сейчас вот опять тревога. Пришла домой, думаю, стоп, у меня же дело есть. Дело есть. Так. А что делать? Посылку-то открывать надо. Какие бы обстоятельства у нас не сложились. Так я и знала, что будет 15 орхидей. Вот все их названия, стоимость. Ой. Пожелання. Стримай свої потреби і стань володарем усього світу. Ага. Так, и вот такие приятным бонусом, вот такие вот маркеры. Спасибо. Спасибо, спасибо. Сейчас посмотрим, кто к нам приехал. Кто к нам приехал. Мои вчера были приятно шокированы.
О, о, какая красота. Так, вот этот сверху. Красавчик вандовый, который цветет. Видите, корней немного. Надо будет его... Кто это, вы спросите? Я вам скажу. Аэрайдис хаулиана. Хаулиана. Это я посмотрела видео, почитала отзывы. Это еще ребеночек. Размер небольшой. Он, значит, у нас, ребята, очень вкусно пахнет и прикольно цветет. И если покупаете аэрайдисы, то он один из самых вкусно ароматящих. Надеюсь на его... Видите, у него даже листик похож немножко, как у ринхостилиса. Надеюсь на его быструю адаптацию и рост. Так, я буду сейчас, знаете, как-то их складывать прям вот в раковину. Потом я в ванной буду их душевать. Так, есть у меня здесь одна котлейка. Котлея, сейчас ее найду в списке. Тайвань, нет, не Тайвань, Gold Orange, нет. Amazing, наверное. Ренхалилия котлея, Amazing Rainbow, по-моему. Она очень красивая, и, насколько мне известно, она каждое цветение ее зависит от условий. Но она еще маленькая, видите, вот такая вот красивая дамочка. Новый рост. Посмотрим. В общем, все будут сегодня принимать ванную. Боже, а тут я вижу в кокосе прям огромные. Так, ну давайте маленьких посмотрим. А кто это? Так. Это, наверное, Мармодос. Да? Нет, не Мармодос. Это Манириара Джамбо Делайт. Ну, это Джамбо Делайт Манириара. Это катусетумная группа, девочки. Ну, что-то она совсем маленькая. В общем, надо ждать ростик. Надо ее не трогать, не поливать, ничего. Надо ждать ростик. Да? Делайт написано, да. Это Манириара. Ну, это вот за 300 гривен. Вот такая малышня. Выживет, не выживет, не знаю. Не уверена. Так. Кто здесь? В этом кулечке. Кто-то тоже очень маленький, но с ростиком. Ребекка. Что за Ребекка? Это Клавесия Ребекка Норфен Грейпфрут. Это вообще грейпфрут пинк на катусетом экспа. В общем, это, девочки, я вот уже там мне так, я вообще не хотела брать этот катусетум. Ну, там у меня немножко с оплатой получилась переплата. И как раз на эту сумму я говорю продавцу. Ну, она говорит, либо я вам деньги верну. Видите, он весь высыпался. Либо я вам деньги верну, либо вы как хотите, на следующий раз там или как. Я говорю, ну давайте мне бросьте вот этого интересного гибрида. Посмотрим, как и что. Тоже катасетумная группа. Так, и должна быть еще парочка. Ой, тут, конечно, высыпался грунт из этого катасетума. Но это клавезия, да? Клавезия на катасетум, гибридик. Так. Сколько мы уже распечатали? 4 орхидеи.
Здесь вот я прям смотрю, кто сверху лежит, того и достаю. У меня там еще были и фаленопсисы. Ой, мокренькие. Вот такие вот няшки. Хорошо, что есть стикеры. Это фаленопсис. Кохлеарис насиблинг. Помните, мне прислали вместо него в прошлом заказе энциклию кохлеату. А должны были прислать вот этого красавца. Я написала продавцу, и продавец в эту посылочку мне уже положил орхидею, которую, видите, она природник. С маленькой буквы пишется. Природник, орхидея природник. И она вот так в мхе растет в стаканчике. Я думала, будет на блоке. Так что вот так вот. Кто у меня здесь еще? Ну, я так думаю, что это все сверху фаленопсисы. Фаленопсисы. Так, кто у нас это? Идет под номером 8640. Написано cute. Это фаленопсис cute angel. Cute angel. Такие, знаете, мне захотелось таких фаленопсисов, которые цветут мелкими такими цветочками. Вот это он. Я считаю, что очень неплохой малыш. Очень крепенький. Хорошенький. Боже мой, кто там у нас дальше? Ну, действительно, посылка очень с большим количеством орхидей. И еще фаленопсис. Еще фаленопсис. Надо будет всех пообрабатывать, девочки. Смотрите, какой у него лист. Ага, это специоза. Она у меня была, но у нас с ней начались проблемы после 2-3-летнего цветения. И она вдруг резко у меня просто перестала жить. Начала потихонечку умирать. Ну вот еще одна попытка. Уж очень мне нравятся специозы, тетрасписы. Но подружиться с ними в условиях моих не так уж и просто. У меня сейчас осталось только, по-моему, 2 тетрасписа. Ну, я думаю, ладно. Небольшая цена, возьму еще раз специозу. Она очень симпатичная. Фаленопсис специоза. Так. И здесь еще пару фаленопсисов. Так. Что это у нас за фаленопсис? Сейчас, девочки, я посмотрю на листик. Снейк. Ну это змеиная кожа. Попытка номер 2. Мне захотелось все-таки еще раз попробовать. Первая попытка после неплохого цветения, ну, не сильно пышного, но не удалась. Что-то пошло не так. В общем, решила я еще раз попробовать с этим фаленопсисом. У кого прекрасные результаты, поделитесь секретами в комментариях. Так, и, по-моему, еще один фаленопсис под номером 0920. Так, это Тайсука Джаспер. Фаленопсис Тайсука Джаспер. Вот такой малыш, они все 1,7. Видите? Это размер стаканчика 1,7. Ну, для 1,7 они очень даже неплохо подрощенные. Я считаю, вот это действительно 1,7. Вот такие прям. Ну, вот эти, конечно, чуть-чуть поменьше. Да? Да. Я тут их выкладываю. Раскладываю. Так. Кто у нас остался в коробке? А в коробке у нас остались очень-очень такие, знаете, экземпляры, которые мне даже страшно брать в руки.
Корни. Ой-ой-ой, какие... А кто же это такой с такими длинными корнями, девочки? Я даже не могу понять, кто это такой. Кого такого я заказала с такими длинными корнями? Это... Почему написано, что это Ванда гибрид? Ну, возможно, да. Это серпентилингва. Это парафаленопсис. Ну, что-то я не пойму, девочки. Может быть, это какая-то путаница. Мне казалось, что он не так выглядит. Да? Разве это парафаленопсис? М? Я не знаю. А корни какие мощные. Интересно. Очень интересно. Мне кажется, что это что-то... Девочки, я сейчас посмотрю в список. Посмотрю. Но я вроде как не заказывала именно Ванду. Сейчас разберусь. Это что-то для меня... Ну, возможно, какие-то путаницы. Ну, знаете ли, возможно, это он. Разве парафаленопсис так выглядит? Девочки, не знаю. Так, ну ладно, пускай тут отдыхает. Вот тут самое интересное начинается здесь. Это нечто. Это просто нечто. Это просто трындец. По-другому я не назову. Это Аня захотела маленький кусочек. Знаете кого? Упасть не встать. Ну вот они пишут котлея гибрид. Но это та, которая барсавола надоза. Это барсавола надоза. Девочки, ну нет, но это надо с кем-то делиться. Ну это просто ужас. Это просто... Это ужас. Это очень много. Да? Наверное, я разделю на несколько частей. Пишите, кто желает. Вот оно тут прям может отделиться. Я вышлю. Будем вместе растить барсаволу надозу. Вот это да. Да. Я в шоке. Самое забавное, что горшок просто от корней отделился. Представляете, она как бы вот срезанная. Ее срезали с какой-то грядки и отправили. Вон куча новых ростиков. Обалдеть. Так, ну я удивилась, вот, что парафаленопсис так выглядит. А здесь, мама дорогая. Так, это кто такой большой? Аня, кого ты еще такого большого могла заказать? Я не знаю. Это кто? Ну это что, Париши? С дендробиумом? Не, Париши я не... Это дендрофаленопсис. Я думала, они будут маленькие. Это дендро... Написано дендробиум сьюван пич. Девочки. Но вообще у меня должен был приехать дендробиум Бангкок пич. Больше ж нет дендробиумов. Нет. Ну это вообще капец какой-то. Смотрите, какой огромный. Он что, цвел уже? Нет. Что-то я не пойму. Такое огромное. Так, и здесь я вижу еще есть парочку блочников, наверное. А, вот тот, кого я ждала. Первая моя попытка с катасетумом, не с катасетумом, а с технудесом Тайвань Оранж не увенчалась успехом. Я заказала еще один. Вот он. Побольше, подороже. Вот он вот такой. Тоже шатается весь в горшке. Ну вот такой. Ну, честно говоря,
Я думала, будет повнушительнее размер. Ну, будем разбираться, девочки. Так, осталось 2 орхидеи. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Боже, держите мою котлею. 13, да, 15 орхидей. Ну, что-то с парафаленопсисом. Я подумала, ну, какие-то не такие листья у него, как на мой взгляд. Ну, там у него же вроде в виде трубочек листья. Что это? Может, какая-то путаница? Я не пойму. Странно. Должен быть... где он тут? Парафаленопсис серпентилингва. Ну, ладно, посмотрим. Так, кто здесь у меня остался? Это, наверное, блочники. Скорее всего. В каком они состоянии пришли? Состояние, нестояние. Так, дендробиум гибрид. Ну почему дендробиум гибрид? Они там что, совсем беленов объелись? Это же все-таки целогина шиллериана. Это целогина шиллериана. О боже. Смотрите, какая она высохшая. Просто вообще. Обалдеть. И непонятно... Вообще ничего не понятно. Почему непонятно, я вам скажу. Потому что где здесь мох? Как она вообще растет? Очень странно. Очень странно. Ну, посмотрим. Все отмочим. Все замочим. Так, и еще один блок. Девочки, мальчики. Вообще кусок. Не, меня, конечно, удивила бросовола. И удивила меня это. Ой, боже, это еще один фаленопсис, который, видите, какой вот на блоке. И он не один, их несколько. Боже, ты не поломался. Такой несчастный. Видите, как он растет на блоке. Так я его на блоке оставлю, девочки. Буду немножко подматывать, может, мха ему. Это этот, как его? Фаленопсис, сейчас найду. Париж. Фаленопсис Париж. В общем, вот такая вот, девочки, история со всем моим вот этим добром. Но я теперь не знаю делать, что с этой вот, ну, дозой. Я ее, конечно же, разделю. Но это слишком много. Сейчас пойду все в ванной душем обмою. Потом это все обработаю от вредителей. Так что вот так. Вот целый список. На этом этот год орхидейный. У нас взрывы. На этот наш орхидейный год подходит, так сказать, к финалу по закупкам. Дальше осень, а потом, возможно, сложная зима. Обещают разное. Так что все, друзья мои, всех обнимаю. Париж очень интересный. Смотрите, какие листочки у него. Говорят, очень классно пахнет. Обаяшка. Нежнятинка. Надеюсь, что он у меня приживется. Очень сложно они адаптируются, но будем надеяться. Моя любимая катасетумная группа. Ну и фаленопсисы. Попытка номер 2 у 2 из них. Все, друзья мои, всех обняла. Всем мира и добра. А я иду пить кофе и работать. Да, Лимош? Лимоша пошла покушать, шлет вам привет. Вот видите, она вам таки па делает. Думаю, она пошла покушать. Нет, она вот так делает. Раз, два, раз, два, раз, два. Зарядка, зарядка, зарядка. Сейчас привешу ей бассейн с водичкой, чтобы она покупалась. А сама сделаю бассейн для вот этой вот
красоты. Но этот, конечно, вообще, девочки, редчайший экземпляр. Прям захотелось его взять. Есть другие. Их всего 4, как сказать, 4 парафаленопсиса в природе. Это природник. И вот именно серпентилингва очень редко встречается. Я буду его таскать в душ и душевать, ребят. Где-то привешу. Не хочу я эту красоту запихивать в какие-то горшки, да? Хотя вот говорят, что им, конечно, нужна влажность. Ну, посмотрим, как именно этот будет расти. Зацветет ли вообще он в моих условиях? Кто знает, кто знает. Вот. Я очень долго ставила бронь, убирала бронь, опять ставила бронь. Сомневалась, читала про них. Ну вот захотелось. А если захотелось, как можно себе отказать? Единственное, вот эта корневая, которую постоянно будешь таскать на увлажнение, будет ломаться. Тут вот уже, видите, много заломов. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что все будет нормально, адаптируется и даст корни уже в моих условиях, которые... Обычно орхидеи, если когда адаптировались хорошо, они уже дают нам корневой рост уже корней, адаптированных к нашим условиям. Тогда уже можно не переживать. Все, так хочу их помыть прям вообще. И хочу кофе, и хочу помыть. У меня единственный вот это вопрос по вот этому дендрофаленопсису. Ну, он очень огромный. Не знаю, что это такое. Что это такое и с чем его едят? Как вам такие заросли? А? Вообще капец. Девочки, смотрите. Сейчас поразделяю. Наверное, штуки 3 получится. Просто капец. Гляньте. Брызгаю тут всех. Обрабатываю. Мою. Привожу в чувство. Так, друзья мои. Посмотрите, что у нас получилось. Да-да. Это брасовола надоза. В количестве 5 штук. Девочки, на тот огромный куст надо было высадить в огромное ведро. Вы сами видели. Ну, очень легко она разделяется. Без проблем. Я думала, там буду пилить, отрезать. Нет, она руками хорошо разделилась. Причем как делилась, так я ее и делила. Она цвела. Видите, вот остатки цветоносов. Практически на каждой деленке есть остатки цветоносов. И мне кажется, что здесь вот зреет новый цветонос. Если все сложится, хотя адаптация сейчас, там корни у нее срезаны, ну, возможно, она, возможно, процветет. Будет очень интересно увидеть ее цветение вживую у себя дома. Ну, понятно, что это не мое цветение, но все равно интересно. Вот такие получились деленочки. На каких-то есть новые росты. Пролила я ее. Сначала я пробрызгала ее от клеща. Потому что клеща я больше всего опасаюсь. Не так мучнистого червеца, не так трипса, возможно. А клеща вот больше всего побаиваюсь. Потому что от него избавиться, мне кажется, труднее всего. Ну, в общем, пробрызгала всю эту компанию. Вообще все пробрызгала, которые сегодня приехали. И конкретно эту грядку только что вот полила. Радифарм развела, девочки. На пол-литра, пол-миллилитра радифарма развела и пролила. Дендрофаленопсис не поливала. Слушайте, ну вот написали, да, дендробиум саван пич. Ну так и есть. Ну, мы знаем, что это дендрофаленопсис. Тоже вот в пазухах немножко стоит средство, но ничего. Его пока я не проливала укоренителем. Почему? Потому что он мокрый,
Я посадила его вместе с кокосовым вот этим, в кокосе он был. Вместе с кокосом посадила. Опыт выращивания в кокосе у меня есть. У меня энциклия кохлеата взрослая. Росла года 2, жила в кокосе, присыпанная корой. Просто очень дозированный полив и все. И прекрасно росла. Но будем смотреть. Если вдруг что-то там будет мне не нравиться, то, конечно, достану. Так что вот такие дела, девочки. Так, сейчас покажу, как я привесила вот этого красавца. С его длиннющий корневой. Вечерком. Вот я его полила, корни намочила. Они вот за несколько часов высохли, но даже не до конца. Видите, еще такие с зеленцой, не пересохшие. Ну, не знаю. Либо завтра утром уже я его еще раз пролью, либо я пробрызгаю их водичкой. Но не хочется, конечно, на полку попадать. В любом случае надо его снимать и брызгать над ванной. Не хочется мне такую красоту паковать в горшок. Пусть будет так, пока. Так, кто тут у меня еще? Вот этот красавец с ограниченным количеством корней, в отличие от своего вандового собрата. Тоже буду брызгать. Посмотрим, как пойдет корневой рост. Ну, у него листики не сложены. Обычно, когда мало влаги, листья схлопываются пополам. Видите, у него ну совсем мало корней. Прям какие-то, как будто, знаете, вырвали откуда-то с какой-то грядки ребенка. Ну, посмотрим. Привязала, я ж вам не сказала, привязала его вот на такой блок. Буду брызгать. Так, здесь привесила парищий фаленопсиса. Тоже буду брызгать. Единственное, что я хочу... Куда я дела шиллериану? Целогину. Вот она, девочки, сейчас она у меня здесь. Вот она у меня здесь. Я хочу вот с этого блока ее отмотать. И у меня есть блок коркового дуба. И вот с этим всем добром, она сюда не приросшая. Ну-ка, с обратной стороны даже корней нету. Видно, что ее недавно сюда примотали. В общем, я ее сейчас, наверное, сниму. И аккуратно... Ой, там, смотрите, ростик идет. И аккуратно ее примотаю. Видите, пропадали бульбы старые. Ну, что там растет. Хочу примотать ее на дерево. Так, сейчас я вам покажу свою шиллериану целогину. Ой, господи. Это шиллериана целогина. Редкая штучка, миниатюрная. А это моя крестата. Девочки, она пока стоит. Она с большим усилием переживает жаркие повышенные температуры на моей лоджии. Поэтому роста я не вижу пока особого. Там, чтобы новые бульбы перли. В общем, она адаптируется. Я так там заглядывала, вроде как корешки там кое-где просматривались. Но я думаю, что придет осенний период, и когда будет здесь градусов 15, я думаю, она пойдет в рост. Так что вот две у меня такие на сегодняшний момент. Две целогинки. Но я что-то мимо этой не прошла. Она очень редко бывает, шиллериана. Думаю, ну пускай возьму. Пусть будет. Девочки, если попадается какая-то орхидея, которой нет в продаже, в открытой продаже, вы должны понимать, что, возможно, еще лет 10 вы не увидите в предложении. Может 5, а может вообще, ну, знаете как, бывают редкости, которые появляются на цветочном рынке, и потом навряд ли они опять появятся. Вот так и случилось со мной. Я послушала одного умного человека,
блогера, орхоблогера, он именно так рассуждает. Я с ним согласилась. Надо, девочки, брать. И стараться не загубить. У меня там, кстати, мой планктон. Сейчас вам покажу. Девочки, я еще хриплю, потому что я никак не выздоровлю. Планктоном я называю свою орхидею. Ой, хочу прям на ростик полюбоваться. На новенький. Ути боже мой. Смотрите, какая прелесть. Может, пока не трогать? Вдруг это цветонос? Да? Лучше не трогать. Да, что-то растет. А вдруг цветонос? Не, девочки, пока не буду трогать. Уговорили. Моя это, как ее? Вы знаете, котлейка такая, 5 сантиметров, которая. Сейчас покажу. Я ее планктон называю. Я, девочки, все время забываю, как она называется. Ее тут, знаете, даже и не видно. Но она там есть. Она там есть. Так, Сафронитис. Вот. Вы помните, что приехала такое манюпусенькое. Вот там среди мха что-то есть. Каждый день брызгаю мох водичкой. Ну, он, видите, зелененькие такие пимпочки. Ну, сколько уже месяцев прошло? Месяца полтора, месяц после получения. Ну, вот что-то там растет. Не знаю, девочки. Вот так на корковом дубе. На коре дуба, короче. Давно вам хотела показать свой планктон. Вот такой планктон. Это предыдущая была поставка. Там приехало такое мимимишное. Ну, хай расте. Не знаю. Какие-то листики его наджелтевают. Что-то нарастает. Там какая-то своя история. Вот здесь, по-моему, вот видите, вообще пропал ростик. Вот здесь вот, мне кажется. Этот наполовину. Здесь вроде нормально. Ну, не знаю. Посмотрим. Мох разрастется, что не будет даже и видно той несчастной орхидеи на этом блоке. Ну, пока так. Может, мне этого красавца переехать на такой блок, а? Все-таки, мне кажется, ему здесь как-то будет, наверное, не очень комфортно. Как вы думаете? Я подумаю, он с той стороны, а там немножко. Вот пока он не завил этот блок пластмассовый, надо переехать на приличный блок. Ну, это уже завтра, девочки. Сегодня пускай посидит. Этому-то все равно, его все равно мочить, в принципе. Если я хочу его с голой корневой, пускай так и будет. Ему надо принцип такой: намочили, высох, намочили, высох. Поэтому... А вот этому все-таки надо, чтобы была опора в виде коры. Да, здесь пока ничегошеньки непонятно. Раз, два, малыш, вон, видите, три. Ну, кто-то там растет, девочки, он какие-то свежие листики. Ну, со временем, наверное, же разрастется. Як попрет. Короче, девочки, моя афера очередная. Но я думаю, тогда пускай, да, этот пускай пока посидит на этом блоке. Что я боюсь. Сейчас начну вот это вот лазить и нарушу вот эти вот маленькие ростики. Лучше не трогать, мне кажется. Пускай пока растет. Из чего эта основа такая темная, я не пойму. Какой-то мох непонятный, такой черный-черный. Уже вообще какой-то пропавший, мне кажется. Ой, господи, девочки. Но вот это вот я не могу понять. Она похожа на обычную ванду, а совсем не похожа, как по мне. Я по-другому представляла листья парафаленопсиса. Да, они вообще другие какие-то. Может, что-то не то. Девочки, может, что-то не то. Может, якась путаница. Пока не зацветет, не поймем.
Так, все, всех обнимаю. Всем мира и добра. У вас есть блоки? Напишите, какие растения, какие орхидеи растут у вас на блоках. Вот у меня вот такие всякие козявки. Ай, ребята, вот попрощалась с вами, но мне не дает покоя вот эта Ванда. Я уверена, что это какая-то Ванда. Не какой-то не парафаленопсис. Тут написано серпент. Ну, короче, я даже посмотрела у продавца, как она сама фотографировала растения, которые прибыли. Ну, блин. Это не то, девочки, это не то пальто. Це красиво, це кльово, але це не воно. Сейчас я напишу продавцу, пошлю фотографию вот этого всего и спрошу, что это таке? И где мой парафаленопсис? Друзья мои, я все вас не отпускаю. В общем-то, утро следующего дня переехала все-таки моя компания на оставшиеся 2 блока. Это красавчик фаленопсис, природник, интересный очень. А это целогина шиллериана. Тут моя крестата. Все никак не примет мои условия. Ну, не погибает, но и не растет. Надеюсь, все будет нормально. И, в общем-то, сегодня с утра вот такое у меня было занятие. Сейчас пока здесь привешу. Переехали. Теперь брызгаю. Ну, я раз в день брызгаю по утрам. Чаще приходится брызгать новую жительницу. Вот эту Ванду. Я вчера продавцу написала. Говорю, Оля, так и так. Вот фотографии. Думала, что это парафаленопсис, но это что-то другое. Хотя никогда в жизни не видела вживую парафаленопсисы, но судя по листикам, это вообще не он. И она мне пишет, и я пишу, я спрашиваю, кто же это, хотя бы узнать, кого вместо парафаленопсиса мне прислали. И она мне присылает фотографию, разобралась, через время присылает фотографию, что это, знаете кто? Это растение тоже имеет отношение к парафаленопсису. Это гибрид парафаленопсиса серпентилингва на Ванду природника. Как ее правильно называть? Кайрулия, по-моему. Все по-разному говорят. В общем, очень интересный вариант гибридизации, что бывает редко, ребята. С парафаленопсисами очень мало гибридов. Вот это вот единственный, который был в продаже. И, в общем-то, это он. Вот сейчас надо будет опять побрызгать на вечер корешки. Я сегодня утром пробрызнула. Так прям прихожу, вот так руку подставляю, брызгаю. Не хочу убирать с корзинки. Взяла вот так, привесила. Скажу честно, я деньги отправила за этого красавца. Потому что, извините, это редкий гибрид. И все-таки, ну, человек ошибся, я понимаю. Типа, как бы не моя вина. Но мне вышлют парафаленопсиса, который я жду, который я оплатила. Я просто знаю ситуацию, учитывая вообще нашу сегодняшнюю ситуацию. Значит, я заплатила за эту Ванду. Буду смотреть, как она будет у меня расти и развиваться. Будет ли вообще она расти, будет ли она вообще развиваться. В общем-то, такие вот дела. Еще одного красавца я примотала на вот такой блок. В него с корнями не густо. Ну, посмотрим. Тоже брызгаю. Так прошлась. Брызг-брызг. Побрызгала, посмотрим. Это же все-таки вандовые. Они, конечно же, любят влажную вокруг себя атмосферу. А у нас сейчас жарко. Ну, надеюсь, что как-то потихонечку адаптируются. Есть у меня Ванда, вот эта Кайрулия.
Она, конечно, у меня не в очень хорошем состоянии, вот наподобие вот так. Она у меня и в горшке была, и везде. Я сегодня ее тоже на такой блок привесила, вытряхнула из горшка перфорированного с корой, с большими кусками коры, и вижу, все равно гниют корни. Даже в больших, огромных кусках коры. Поэтому я вот точно таким же образом ее привесила, и она у меня на южной стороне висит с ринхостилисами. В общем, вот такие у нас сегодня дела, заботы. В общем, жду посылочку с парафаленопсисом. Вот захотелось мне, и все. Горит, тушить нечем. Так, и вчера я попересаживала и вам показывала. Получилось 5 горшочков с этой красоткой. Смотрите, какие у меня теперь там заросли этой красоты. Это котлея. Подвид котлея. Ой. Так что есть излишки, но ждем корешки. Кто заинтересуется, пишите. Брассавола на доза. Кустики разные, побольше, поменьше. Вышлю вам. Будем вместе растить и ждать ароматных цветочков. Друзья мои, привет! Мы с Жоркой на Куяльнике. Жора объявили воздушную тревогу. Жорчка, да он лошадей увидел, нервничает. Девочки, у меня посылочка. Забрала свой парафаленопсис только что с отделения новой почты. Сейчас мы с вами его откроем. Жорика на привязи держу, потому что сейчас бы уже чухнул за лошадьми и свое фэбы высказывал. Сегодня накинулся на ротвейлера. Ух ты, кошмар. Молодой человек. Жорочка. Ты что, бессмертный? Так, а там кто? Иди вон водичку попей. Он думает, что Сережа там выходит с воды, а Сережа еще только пошел в воду. Девочки, за несколько недель только стало немножко нам получше. Выбрались на Куяльник. Вода теплая. Жора, твоя вода перевернулась. Я пытаюсь его напоить, он не хочет. Вот пришло сообщение, что воздушная тревога. А воздушная тревога уже объявлена. А сообщение только пришло. А бывает наоборот. Приходит сообщение раньше, чем слышны звуки воздушной тревоги. Жорка ждет хозяина. А потом точно так же будет ждать меня. Так, девочки, посылочка. Вон она лежит. Сейчас я буду ее открывать, но мне ж надо этого парня. Иди сюда, Жор. Придерживать. И открывать еще и нечем. В общем, сейчас вскроем, посмотрим. Я, честно говоря, вот так прям ключами. Может, Сережа где-то есть там какие-то эти приспособления. Ну, короче, так открою. Уж не имется мне, не имется. Так, я открыла. А, вот он. Вот он какой. Красавчик. Ему бы попить. Девочки, вот он. Вот он какой. Так, не видно? Вот так будет лучше видно. Вот. Смотрите, у него даже активный корневой рост есть. Это пара Phalaenopsis serpentilingua. 4 листика. А, вот еще маленький растет листочек, смотрите. Такая интересная какая-то пластмасска изогнутая вся, блок. Ой, у меня там есть водичка. Сейчас я его обрызгаю. Сразу на пляж его. Такой красавчик. Сразу на пляж. Клевый, да? Прикольный. Так, а ну что тут написано на нем? Парафаленопсис. Не, просто... просто написано фаленопсис гибрид.
Ну, это ж не фаленопсис гибрид, это парафаленопсис. Красавчик. Редкостный в своем роде. Уникальный. Да. Надеюсь, подружимся. Сработаемся. Да, Жор? Жор, смотри, у нас новая растюха. Видишь, класс. А та Ванда огромная приехала, я аж испугалась. Девочки, сейчас приедем, буду делать вам большое-большое... Кто там ходит? Кто там ходит? Большое-большое видео на много-много минут. Ну уж вы меня извините, вам сегодня вот такая история. Кто досмотрел до этого момента, до этого, так сказать, такого момента все-таки получения этой орхидеи, ради которой, в принципе, весь движ был организован, можно сказать. Поставьте лайкосик и напишите, что Аня, мы таки дождались и увидели твой парафаленопсис серпентилингва. Может, я неправильно произношу? Кто его знает. Все, ребят, в очередной раз с огромным удовольствием вас обняла. Вот такое чудо. Кстати, из всех парафаленопсисов это самый маленький. У него не будут расти листья до 2-3 метров. Ну, так пишет Википедия. Девочки, сейчас буду набирать водичку и так брызгать его. Ну, а что делать? Надо же его увлажнить. Помните, как мы раньше гладили, когда не было утюгов с этим, с отпаривателем? Все, ему хорошо. Ну, как-то так. Обсыхается. Да, Жор? Кукусики.